Всем привет! В этом выпуске хочу показать вам еще одну очень интересную поверхность, имитирующую текстуру камня. В последнее время в своих проектах я частенько сталкиваюсь с интересными дизайнерскими решениями. В качестве примера хочу показать несколько фото, взятых с просторов интернета. На сегодняшний день такие текстуры становятся популярными. Сегодня я хочу показать вам, как сделать такую текстуру, используя обычную гипсовую штукатурку. Давайте начнем, а в процессе я расскажу все тонкости, детали процесса, с которыми я столкнулся в реализации этой работы. В качестве базового материала я буду использовать гипсовую штукатурку Volma Aqualit. Сразу скажу, не стоит делать акцент на бренд, так как использовать можно любую гипсовую штукатурку, просто внимательно читайте инструкцию на упаковке. Разводим состав до нужной консистенции. Нам понадобится состав, который мы будем наносить на стену и формировать рисунок, поэтому штукатурку заводим погуще. Если сделать сильно жидкую, масса будет просто стекать. Надеюсь, на видео будет видно, какая плотность должна быть у штукатурки. Несмотря на то, что состав, как заявляет производитель, держит большую толщину, для дополнительной прочности я добавлю микрофибру. Она хорошо свяжет базу и предотвратит появление микротрещин. Штукатурка, которую я использую, держит слой толщиной до 6 см за разовое нанесение. И, как утверждает производитель, подходит для влажных помещений. Но если честно, я не думаю, что этот материал подойдет для прямого попадания воды. Что касается нанесения, много рассказывать не буду. По сути, нам нужно нанести материал на стену, набрать нужную толщину и сформировать общий объем. Наносить лучше всего небольшими участками, примерно в 1 квадратный метр, так как у материала есть примерно 30-40 минут рабочего времени, после чего он начинает загустевать и схватываться. Наносим штукатурку, создаем общий объем, но так как мы делаем поверхность камня, рисунок должен быть сложным, и вылепить такую текстуру на большом объеме вручную очень трудоемко. Чтобы избежать этих сложностей, подключаем воображение. Мне пришла в голову такая идея. Я решил взять грубую щетку и, пока штукатурка свежая, поднять текстуру. У меня несколько стен с подобной текстурой, поэтому я буду показывать вперемешку, дабы ничего не пропустить и показать вам все тонкости. В принципе, ничего сложного. Наносим штукатурку неравномерно, формируя направление, которое нам требуется, а затем поднимаем объем. Для того, чтобы создать грубую форму, местами наносим штукатурку до 6 см, а местами тонким слоем. На видео эти этапы я постарался снять как можно нагляднее. Так как в нашем проекте требуется мягкая форма камня, я подожду, пока материал начнет схватываться, и влажной губкой начну аккуратно формировать рисунок камня. Губка должна быть обязательно влажной, потому что если губка будет сухая, текстура будет подниматься, а если влажная, штукатурка не будет прилипать к губке, а будет аккуратно смягчать полученную текстуру. Еще важный момент. Если состав сильно плотный, текстура будет мелкая. А если состав сделать более жидкий, то рисунок будет более грубый. Если честно, каждая моя работа отчасти эксперимент, так что не бойтесь пробовать и экспериментировать. Возможно, в вашей голове появятся более интересные способы реализовать такую текстуру. Ну а я хочу поделиться исключительно своим опытом. Можете попробовать разную плотность штукатурки, возможно, вы подберете для себя наиболее удобный состав. Я буду набирать объем в несколько этапов, так как в процессе нанесения общая композиция начинает вырисовываться. Что касается композиции, это дело вкуса. Кому-то нужна мелкая текстура, а кому-то огромные валуны, поэтому наличие вкуса обязательно. Наносим штукатурку на стену, формируем общий объем и оставляем материал высохнуть. Полное высыхание при комнатной температуре займет примерно 12 часов. После высыхания текстура все равно получается недостаточно мягкая, и я решил еще больше добавить мягкости. Для этого я разведу штукатурку до состояния густой сметаны. И на один слой пройдусь кистью или валиком для того, чтобы заполнить все образовавшиеся поры. Это придаст эффект монолитной поверхности.
и сделает текстуру более похожую на камень. Для того, чтобы не оставалось разводов, по свежей нанесенной штукатурке прокатаем валиком. Что из этого получается, смотрите сами. Вместо штукатурки на финишный слой можно использовать гипсовую или полимерную шпаклевку, но это не обязательно. Дабы не удорожать и не увеличивать разновидности используемых материалов, сделаем все этой же самой штукатуркой. Выполняем этот этап, оставляем на сутки, все хорошенько просохнет. Пожалуй, на этом с основным этапом все закончено. Теперь нам остается все загрунтовать и покрасить. Что касается покраски, раскрашивать можно как угодно, имитировать натуральные цвета камня или сделать любое покрытие, которое требуется. При желании на финишный слой можно использовать различные декоративные штукатурки, дабы создать необходимый эффект. По нашей задумке, наш камень должен быть белого цвета. Так я и поступил. Как в обычной покраске, грунтуем поверхность и красим на 2 слоя. Изначально я пробовал красить кистью, но это оказалось недостаточно быстро, и кисть оставляет после себя характерный рисунок. Поэтому, немного поэкспериментировав, самым простым способом оказалось использовать валик с высоким ворсом. Он прекрасно заполняет все углубления и поры и оставляет после себя текстуру, как-никак похожую на текстуру камня. Ну вот, пожалуй, на этом и все. Что из этого получилось, смотрите сами. А теперь давайте подведем итоги на всю работу. Нам потребовалось 3 мешка штукатурки, грунтовка, 5 литров краски и 3 дня затраченного времени. Итог. За 2500 рублей и 3 дня работы мы получаем крутой авторский декор своими руками. Берите на вооружение, творите и создавайте, и все у вас обязательно получится.
А я, как всегда, делюсь своими наработками и буду надеяться, что мои практика и опыт будут кому-то полезны. А на этом у меня все. Увидимся. Пока-пока.